Это наш очередной безумный проект, суть которого сделать из капота телевизор, но таким образом, чтобы внешний капот выглядел абсолютно обычным, даже не намекая на тюнинг. А вот после включения он заиграет яркими красками. Приятного просмотра. Итак, перед тем, как рассказать вам предысторию этого проекта, необходимо отправить спецагента на поиски подходящего капота. Итак, прямое включение, дрон на спецзадании. Задача – найти в кратчайшие сроки капот на 5-й Civic. Задача не из самых простых. Уровень сложности медиум. Говядина, как в стейке. Не так давно мы делали прозрачный капот. В ролике я сказал, что такого до нас еще не делали, после чего меня закидали камнями и сообщениями. Хлопцы, капот на Civic есть? Там? Ага. Есть капот? Капот. Есть капот на Civic? Нет. Капот есть? Есть капот у вас? Пока Андрей занят поисками капота, продолжу историю. В основном все ссылались на вот такие экземпляры. Да, я знал о их существовании, но все же это немного другая тема. Есть капот? Есть капот у вас? Есть капот у вас? Спрашиваю. Капот есть у вас? Капот. Нету. Хлопцы, капот на Civic есть? Может, капот есть? О, хорошее мясо. Может, капот есть? Такие капоты делаются значительно проще. По сути, это просто тонкий лист поликарбоната, которому придали верхнюю форму капота. А вот петли и замок закрепили, просто просверлив его насквозь. Капот есть? Доброго денечка, может, капот у вас есть? Капот на Civic Honda. Ну, будет, если что, вы меня знаете, где найти. В нашей же версии мы отлили точную копию с ребрами жесткости, встроенным замком и закладными под петли. Ребята, капот есть у вас? Не, нету. Спрашивал? Да. Сегодня, да? Сорян. Ребята, есть капот? Спрашивал, да? Ладно, короче, тухлое дело. Иду к проверенным ребятам. Ребята, привет. Есть капот на Civic? Да, есть. Показывайте. Так вот, такие капоты с таким подходом до нас точно не делали. Это совсем разные вещи. Да, скидочка будет. Спасибо, супер. Я вас знаю. Лихим топором не работаете, может быть. Да? Валера, да? Ну я вообще-то Андрей. Вадим, здорово. Я не Вадим, я Алексей. Алексей, Леха, извини. Все? Давай, счастливо. Ура! Добыл. Миссион completed. Но зачем я об этом рассказываю? Конкретно сегодняшний проект я решил сделать на основе той простой технологии из поликарбоната и наглядно показать вам разницу. Итак, для чего же Андрей убил целый день, проверяя терпение продавцов на рынке? Дело в том, что мы решили использовать новый металлический капот в качестве матрицы, а машине около 30 лет. Бэушные экземпляры мы не рассматривали, так как их нереально найти в достойном состоянии, а шпатлевка и 10 слоев краски нам не подходят. Немного позже вы поймете почему. В итоге миссия успешно выполнена и можно приступать к работе. Первым делом мы купили лист 6-мм поликарбоната. Да, он вполне себе прозрачный, просто пока оклеен цветной пленкой. Накидываем капот, понимаем, какой кусок нам необходим, и отрезаем лишнее. Эта полоса пойдет на эксперимент, но эксперимент будет проходить в другом конце города. Попробовали, прикинули, но, к сожалению, вдвоем, да еще и с капотом, мы никак не уместились на самокат. Поэтому грузимся в дрономобиль и отправляемся к Анатолию. В итоге мы приехали в место, где уже пару лет покупаем термодерево, а термодерево сушится в огромной печке при большой температуре, что идеально подходит для нашей задачи. По крайней мере, мы так думали. Контакты этого места оставлю в описании ролика. Тут можно приобрести термодревесину или высушить свою. Сами пользуемся не один год и смело рекомендуем. После того, как мы уложили капот на рельсы, распаковываем поликарбонат. Кладем его на капот и надеемся, что после нагрева поликарбонат станет мягким, податливым и примет форму капота. Конечно, предварительно я изучил информацию и выяснил, что монолитный поликарбонат можно гнуть и придавать ему форму при нагреве до 180-240 градусов. Но предварительно его надо потомить на 120 градусах. Такую программу мы и задали. Оставили капот на несколько часов и сели заказывать все компоненты. Думаю, вы уже догадались, что вся начинка будет сделана из адресной светодиодной ленты. А расход на этот проект составил аж 44 метра. Для того, чтобы управлять этим метражом, кидаем в корзину вот такую плату с Wi-Fi управлением. Все ссылки оставлю в описании.
На следующий день с нетерпением достаем капот из печи и имеем вот такую картину. В очередной раз стало понятно, что все выглядит просто только на первый взгляд и в интернете. На самом деле необходимо глубже изучать эту тему, много экспериментировать, использовать регулируемый нагрев и вакуумную установку. Но учитывая размер и толщину поликарбоната, это прям огромные масштабы. И тут мы решили применить те технологии, в которых разбираемся. А конкретно стекломат и старая добрая смола. В основу кладем матрицу, которая осталась после изготовления прозрачного капота. Хорошенько смазываем ее полиэфиркой и накидываем первый слой стекломата. Обычно при такой технологии используется гель-коут, но он не особо прозрачный и имеет плотный черный, серый или белый цвет. В нашем случае использовать его не вариант, так как верхний слой капота должен отлично пропускать свет. В этом плане 2 слоя стекломата, пропитанных прозрачной смолой, просто идеальный вариант, поскольку такой материал играет роль рассеивателя. То есть мы закрываем сразу 2 вопроса. В финале прокатываем поверхность валиком с металлическими иглами, для того чтобы убрать все пузырьки и воздушные карманы. Пока смола сохнет, отвечу на часто задаваемый вопрос: куда пропал Леша и где новые проекты с Ардуино и электроникой? Леша никуда не пропал, а проекты очень скоро появятся на канале. На данный момент мы здорово продвинулись с нашими сенсорными столами. Напомню, изначально начинка стола выглядела вот так, потом мы перешли на отдельные модули и картинка преобразилась. Но уже сегодня начинка выглядит вот так. И тут у меня важный вопрос: стоит ли снимать новую часть по модернизации нашего нашумевшего сенсорного стола? К слову, звездное небо сейчас также работает на этих платах. На следующий день смола высохла, и мы имеем вот такую полупрозрачную скорлупку, которую надо положить на жесткое основание. Сперва берем вторую составляющую матрицы, наносим воск и хорошенько растираем его. Делается это для того, чтобы без проблем достать деталь из формы. Следующим этапом разводим гель-коут, тот самый, от которого мы отказались при изготовлении верхней части капота. Тут все просто, верхняя часть нам нужна прозрачной, а вот к нижнему основанию таких требований нет. Также эту часть необходимо сделать значительно жестче, то есть накидать побольше слоев стекломата, поскольку верхняя часть сделана максимально тонкой для хорошей светопропускаемости. Но это мы компенсируем дополнительным слоем на нижней детали, что вы и видите на экране. Спустя несколько дней, когда все хорошенько высохло, шлифуем не совсем ровный стекломат с таким вот красивым подсъемом из-за угла. Зачем вообще шлифовать внутреннюю поверхность, которая будет закрыта лицевой частью капота? Хороший вопрос. Дело в том, что именно на эту поверхность мы и будем клеить 44 метра светодиодной ленты, а все эти иголочки и неровности очень мешают это делать. Следующим этапом обрезаем все лишнее, сперва на нижней части будущего капота, а затем и на лицевой прозрачной скорлупе.
Наконец переходим к самому интересному – внедрению электронной начинки в капот. Первым делом всю площадь проклеиваем металлизированным скотчем. Он круто клеится практически на любую поверхность и отлично держится. Непосредственно на него мы и приклеим ленту. Также скотч играет роль отражателя. В нашем случае это явно пойдет на пользу. Следующим этапом проклеиваем двусторонний скотч с определенным шагом, для того чтобы в итоге получить матрицу, которая соответствует нашим требованиям, с заданным расстоянием между диодами. Тут нас здорово выручила простенькая деревянная реечка, которая соответствует пробелу между полосами. И так шаг за шагом, полоса за полосой. Ну и в финале несколько часов на расклейку адресной ленты. Как вы помните, верхняя часть капота у нас прозрачная и сделана из стекломата, а этот материал не может похвастаться идеальной поверхностью. Как правило, на лицевой стороне остаются небольшие полости, кратера и другие изъяны. Именно для этого на основу и наносится гель-коут, от которого мы отказались. Загрунтовать лицевую часть мы также не можем по понятным причинам. А вот заменить акриловый непрозрачный грунт на акриловый прозрачный лак очень даже можем. Собственно, что мы и сделали. После того, как лак высох, мы его замотовали для того, чтобы нанести следующий слой. Это базовая краска, точно такого же цвета, как и вся машина. Тут мы обошлись тонким слоем. Он придал цвет, но все еще максимально пропускает свет. Свет от 44 метров ленты. Пока этот слой сохнет, мы вовсю тестим нашу матрицу. Все это управляется с телефона благодаря плате с Wi-Fi модулем. Думаю, многие уже заметили тут сходство с лампой Гайвера. По сути, это она и есть. Если вы не в курсе, о чем это я, то ссылку на его видос оставлю в описании. Там все подробно расписано, как это работает. Спасибо и привет Гайверу. Кстати, тот, кто подписан на наш телеграм-канал, видел эти кадры уже давно. Именно в телеге мы публикуем уникальный и актуальный контент. И если еще не подписаны, сейчас самое время это сделать. Так как в ближайшее время мы запустим розыгрыш вот такого ретро-светильника от нашей мастерской. К слову, точно такой же мы делали доктору Дью. На данный момент на нашу телегу подписано 16 тысяч пользователей. Как только мы пробьем отметку в 20 тысяч, сразу же запустим розыгрыш. Правило предельно простое. Вам надо быть просто подписанным на наш телеграм-канал. А нам осталось собрать бутерброд и затестить, как это сработает. В итоге мы накинули телекапот на машину, для максимального эффекта подождали, пока немного стемнеет, и поехали в город. Говоря по правде, я очень доволен результатом, поскольку изначально придумал этот проект в голове и представлял его именно так. Конкретнее, в идеале капот должен был выглядеть совершенно обыкновенным, без намека на тюнинг, а после нажатия одной кнопки происходит вау-эффект. Именно так и получилось. Единственное, над чем можно поработать, так это немного размыть четкую границу, откуда появляется огонь.
Это делается несложно. Но мне очень интересно послушать ваше мнение. Стоит ли дальше развивать эту тему? Поскольку, как ни крути, это все же прототип. А еще нам совсем немного осталось до 1 000 000 подписчиков. Знаю, что многие смотрят нас регулярно, но без подписки. Думаю, сейчас просто идеальный момент исправить это недоразумение. Жду тебя в комментах, спасибо за просмотр и добра, топора. Есть капот? Нет. А, я уже купил. Плечами.